Всем привет! Северная Корея. Практически полностью закрытая страна. Свое телевидение, свой интернет. Также известен как Кванмён, который доступен внутри страны и по сути является огромной локальной сетью. И естественно, при таком раскладе будет и своя национальная операционная система. Ну, как своя? Опять очередная миллионноразовая переделка Linux. Твою ж мать! Мы так-то не страны здесь рассматриваем. В общем, в нашем с вами мире существует северокорейская национальная операционная система, или же простым языком Red Star OS. Ее разработка началась аж в 2002 году, но первая ее версия была выпущена 6 лет спустя, в 2008. Дизайн этой системы воплощен в стиле Windows XP, ну, по крайней мере, пытались, благодаря третьим KDE. Первая версия уже содержала в себе офисный пакет, браузерные Nara или же форк Mozilla Firefox, форк OpenOffice тех лет под названием URI 2.0. Кроме всех этих программ по классике, здесь поставляется среда Wine для запуска Windows программ тех лет. В интернете первую версию практически не найти, остается лишь любоваться только имеющимися скриншотами из интернета. Только вот интересно, а как они попали-то в интернет, собственно? Название Red Star OS по некоторым данным не является официальным, и оно упоминается только в иностранном сегменте интернета. В Корее оно называется следующим образом. Пульгенбёль Сайонджэнчхэгае. Вот подобного рода названия лучше мне не читать. Вторая версия вышла в 2009 году, и она все так же походит на Windows XP, но как-то меньше, чем в прошлой версии. Как-то стало более пахнуть третьими кедами, чем интерфейсом Windows. Что самое интересное, после установки второй версии системы мы сразу логинимся из-под рута. Стандартный язык здесь, естественно, корейский, ядро Linux тут 2.6, в качестве пакетного менеджера служит RPM, но тут еще имеется и собственный установщик ПО. Раскладки клавиатуры тут корейская, китайская, английская и внезапно русская. Но вот шрифту русской раскладки явно нехорошо. А в остальном это обычный пересобранный дистрибутив Fedora тех лет с третьими KDE, с некоторыми собственными программами и системными звуками. Но вот версия 3.0, которая была представлена в 2012 году, кардинально отличается от всех предыдущих. Версия 3.0 в плане дизайна практически полностью копирует не Windows, как это было раньше, а macOS X начальных версий. Ходили слухи, что этот редизайн был проведен из-за того, что Ким Чен Ын является любителем техники Apple. И вот как раз таки эту версию мы детально и рассмотрим. Перед тем, как мы начнем установку и обзор данной системы, я хочу сказать, что мы будем проверять это, естественно, на виртуальной машине, а именно VirtualBox, так как с Linux подобными системами, на мой взгляд, эта VM будет более удобной. Мы создаем виртуальную машину с 512 мегабайтами АЗУ, 10 гигабайтами жесткого диска и в качестве ОС мы указываем 32-битную Fedora, так как я уже говорил выше, Red Star OS основана на Fedora. А теперь можно начать установку. По официальным системным требованиям здесь требуется процессор выше, чем третий Pentium с частотой 800 МГц, 256 МБ АЗУ и 3 ГБ на жестком диске. И во время закадрового тестирования выяснилось, что система не установится, если раздел на жестком диске меньше 10 ГБ, а при 256 МБ АЗУ система тормозит. Так что системные требования, сказанные ранее, можно больше отнести ко второй версии системы, нежели к третьей. Вернемся к установке. На начальном этапе нас приветствуют, естественно, на корейском языке. Но благодаря онлайн-переводчикам по фото мы можем понять, что нас здесь действительно приветствуют, и тут рассказывается о том, что данная система была реализована на высоком уровне безопасности и удобства, и вообще какая она вся хайповая. Но опять же, перевод может быть некорректен, но основную мысль, которую нам сообщает данное окно, думаю, уловить можно. Далее проводится поиск уже установленных копий ОС на жестком диске, и после этого сразу же нам предлагают выбрать раздел для установки. Кое-как размечаем диск, и перед нами появляется этап настройки. Здесь нам нужно ввести имя нашего будущего аккаунта, логин и пароль.
Что самое интересное, система разрешает использовать пустые пароли. Но так как мне запомнить пароль от страницы ВКонтакте уже Unreal задача, а при 1, 2, 3, 4, 5, 6 вообще будет отвал, то я создаю аккаунт без пароля. Далее здесь просят указать часовой пояс, дату и время, и наконец нам говорят о том, что система со всеми нашими начальными настройками сейчас будет установлена на указанный раздел. И вот знаете, если сравнивать установщик второй версии Red Star OS, то в третьей она более проработана как и в плане дизайна, так и в плане этапов. Да и сама система очень детально напоминает macOS X первых версий, ну типа 10.3 и 10.4. Тут даже курсор пародируется. Во время копирования файлов здесь происходит форматирование диска, настройка системы, копирование пакетов и настройка загрузчика. В общем, как в обычном Linux дистрибутиве. После копирования файлов и перезагрузки нас встречает красиво оформленный загрузчик Grub с одним пунктом меню. С самой же системой. Нет, чтобы загрузить систему сразу, так надо показать, что грузить будем. Зачем? Непонятно. Видим экран загрузки в стиле macOS, и мы попадаем на рабочий стол, который, как уже можно понять, полностью походит на ту самую систему, которую я упомянул ранее. Та же верхняя панелька, трей, док, кнопки управления окном слева, только в оригинальной macOS они, естественно, круглые, а здесь они квадратные. Да тут даже анимация сворачивания окна такая же, лол. В трее имеются часы, вид которых можно изменять между цифровым и аналоговым. Индикатор заряда батареи, индикатор раскладки клавиатуры, кстати в настройках можно выбрать даже русскую или украинскую раскладку, или изменить горячую клавишу для системных действий. Индикатор громкости и какая-то программа с анимированным флажком, и что делает эта программа, мне, к сожалению, совсем непонятно. А сейчас нам все-таки нужно заставить систему общаться с нами на английском языке. Я так-то знаю 4 языка, но среди них нет корейского, а гадать, что, где и какая кнопка что-либо делает, честно говоря, мне не совсем хочется. Но простым способом через настройки сменить язык не получится. Нам нужно будет вводить команды. Для этого мы нажимаем на иконку папки, которая находится около корзины в доке, и перед нами открывается список всех установленных в системе приложений, но мы их рассмотрим попозже. Сейчас нам нужен терминал. Далее нажимаем на папку, которая находится около PDF-читалки, и в еще одной папке там будет терминал. Нажимаем на него и вводим следующую команду. Да, так как наша учетная запись не является администратором системы, и мы по сути являемся юзером с ограниченными правами, а учетная запись root здесь скрыта и не имеет пароля, то нам нужно эту самую учетную запись активировать, назначить пароль и из-под нее залогиниться. Перед нами появляется окно с отключенными галочками и кнопками. Это потому что здесь не снят замок в левом нижнем углу окна. Когда этот замок не раскрыт, то мы не можем менять какие-либо настройки, точно так же, как и с современной macOS. Нажимаем на замок, вводим пароль Шрёдингер от нашего аккаунта, нажимаем на кнопку, вводим данные нашей кредитной карты 2 раза и нажимаем ОК. После закрытия окна с созданием пароля мы нажимаем на галочку, которая включит root аккаунт, и все. Первая половина дела сделана. Сейчас же нам нужно выйти из своего аккаунта и зайти от имени root. Ну, делается это легко, как вход в обычного юзера. Но почему нужно перезаходить в аккаунт? Дело в том, что для нас, как юзера с ограниченными правами, даже ограничена работа sudo, а отредактировать файл sudoers или добавить себя в группу администраторов попросту не получится, потому что у нас просто нет прав. И таким образом у нас получается замкнутый круг. После входа в root аккаунт мы также открываем терминал и вводим следующие команды. Выходим из аккаунта, и уже на экране входа мы видим английский язык. Дело сделано, мега хорош. Ну а сейчас, после того, как система теперь коммуницирует с нами на более понятном нам языке, то настало самое время изучить функциональность и стандартные системные программы. И начнем мы с местного дока. Keyfinder – это так называемый проводник. Слева список устройств, частых мест, а начиная с середины здесь идет сам показ папок.
Сам дизайн, что очевидно, сделан в стиле macOS X. QuickTime Player для просмотра всяческих видео. И во время обзора у меня возникло такое чувство, что это либо какая-то фейковая программа, либо я просто не знал о возможности устанавливать скины к этому самому плееру. Keycal, стандартный календарь от KDE, ничего необычного. И прочее стандартное простенькие приложения в виде калькулятора, адресной книги, читалок PDF-файлов и текстового редактора SimpleText. Панель управления. Вот это мне нравилось как и в оригинальном Mac, так и здесь. Оно очень красивое. Здесь мы можем настроить как самые базовые настройки в виде фона рабочего стола, скринсейвера и разрешения экрана, так и настроить аккаунты и группы, сеть и общий доступ к каким-либо папкам, периферии и некоторой настройкой загрузчика Grab. Только настройка загрузчика здесь начинается и заканчивается в выборе загружаемой системы по умолчанию из списка доступных. В нашем случае тут только одна система, и смысл этого раздела просто сходит на нет. Дальше из приложений тут имеется офисный пакет в виде форка старого OpenOffice, программа для написания нот, программа для установки пакетов и настройки репозиториев, почтовый клиент, программа для создания скриншотов и папка со шрифтами. Что забавно, в большинстве программ при открытии пункта о программе здесь пишется только название программы, показывается его иконка и надпись «Версия 1.0». Никаких копирайтов, никаких авторов, никаких улик на исходного автора программы. То есть иногда может создаваться чувство, что эти программы являются полностью оригинальными и самописными. И еще забавнее видеть расхождение данных версий между окном о программе и данными из системного проводника. Из утилит тут имеется вполне себе классический набор. Диспетчер задач, редактор дисков, сетевые утилиты, местный просмотрщик событий. Но к этому добавляется еще и бакем и редактор сертификатов. И с этим бакем как раз есть кое-какой интересный факт. Несмотря на то, как эта ОС пародирует macOS X, она еще и нехило так шпионит за ее пользователями. Так как там глобального интернета нет, то в Северной Корее, так скажем, незаконные файлы, к примеру, какие-нибудь фильмы или материалы, чаще всего передаются от человека к человеку на USB-накопителях и картах памяти. И в прошлом это очень затрудняло правительству отслеживание распространения запрещенных файлов. А эта ОС как раз таки решает данную проблему. Она помечает все, что попадает на компьютер, специальным водяным знаком, по которому можно понять, где, откуда и, самое главное, от кого этот файл появился. И вот как раз бакем для этого и создан, для извлечения этих самых водяных знаков из файлов. От обычного пользователя он, очевидно, не запустится. Размечтался. Ну а сейчас самое время попробовать из-под этой ОС выйти в интернет. Как уже говорилось ранее, в комплекте с системой здесь поставляется браузерная Nara, или же по-русски «Моя страна», или же еще точнее Mozilla Firefox 3.5. Однако мы войти в интернет так просто не сможем. Здесь в качестве домашней страницы установлен IP-адрес главной страницы локального северокорейского интернета, а в настройках сети указаны локальные DNS. Это все беспроблемно поправляется и та-да, мы в интернете. Да, верстка не идеальна, но скажите спасибо, что эта версия Firefox вообще хоть что-то грузит на данный момент. Больше показать в этой ОС уже особо и нечего, поэтому время итогов. Этот дистрибутив вполне себе очень выделяется среди остальных, как популярных, так и не очень. Red Star OS привлекает своим дизайном и своей максимальной закрытостью от пользователя. Шпионство, добавление в каждый файл ватермарок, защита от отключения фаервола и множество других нестандартных вещей, которые в этом видео, к сожалению, не были показаны. Но во время обзора этого дистрибутива мне даже стало очень интересно посмотреть, а что из дистрибутивов Linux предлагает, например, российский рынок. Ставьте лайк, если вас тоже это заинтересовало. А пока на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много чего интересного. Также благодарю всех донатеров, которые поддерживают мой канал. Ну и самое главное, большое спасибо за просмотр. До новых встреч.